В этом видео я вспучиваю краску, клею надпись «Цемент» и ищу 50 оттенков голубого. Ребята, всем привет! С вами Даша. А сегодня я буду собирать этот замечательный ЗИЛОК, мой любимый автомобиль периода Советского Союза. Он такой голубой, добренький и везет бочку с цементом. И если вы хотите приобрести такой набор, то можете обратиться к фирме АВД. Она выпускает все практически советские автомобили в 43-м масштабе. И приобрести их можно в магазине «Модельная лавка». По промокоду Даша вас будет ждать скидка в 10%, а по промокоду, который появится сейчас на экране, скидка в 200 рублей на первый заказ. Итак, поехали смотреть, как я собирала и красила этот замечательный, добренький автомобиль. Сборка этой модели почти не вызвала у меня трудностей. Вначале я собрала прицеп-цементовоз. Хочу лишь отметить не самое удачное членение модели. Шов двух половинок приходится ровно на середину боковой части, что выглядит очень некрасиво. Я пыталась его несколько раз зашпаклевать, но шов все равно остался виден. А собрать сам тягач было одно удовольствие. Мало деталей и минимум забот, а результат виден почти сразу. Сразу после сборки я решила загрунтовать модель. Я все продолжаю грунтовать грунтом не самого удачного цвета, фиолетовым. Идеальный цвет для грунта – это серый, но сейчас в баллончике его очень сложно найти. Также я грунтую кабину и раму тягача. Изучая прототип, я узнала, что, оказывается, эту совершенную строительную технику, а я имею в виду прицеп-цементовоз, сделали в Украине, в городе Прилуки Черниговской области. Там находится завод строительной техники. В интернете я не смогла найти подробную информацию о продукции и работе этого завода. Есть только информация, что в настоящее время он продолжает функционировать и производит промышленные насосы. Об деятельности Прилукского завода в советское время информация очень скудна. Черной краской от АК я крашу раму ЗИЛКа. У АК очень приятный черный цвет с немного графитовым отблеском, и в такой цвет, мне кажется, идеальным красить рамы грузовиков. Для перевозки цемента во времена СССР использовали специальные прицепы. Эти прицепы, в отличие от полуприцепов-самосвалов, получили широкое распространение и имелись версии практически для всех массово используемых сидельных тягачей. Но до использования тягачей под перевозку цемента использовались одиночные грузовики с цистернами, которые поднимались для выгрузки назад. Также черным цветом я окрашу внутреннее убранство тягача. А вот тут я начинаю окраску кабины тягача в базовый цвет, но в самом начале я нанесу пришейдинг. Он позволяет упростить работу с тенями. То есть я сама в тех местах, где на модель попадает меньшее количество света, нанесу тени. А пока мои тени сохнут, я окрашу переднюю облицовку кабины ЗИЛОчка. И обратите внимание, что я выбрала ранний вид облицовки. Набор для сборки предоставляет на выбор два варианта этой детали. Оттенком Sky Blue от Pacific 88 я окрашу кабину. Мне кажется, что именно такой оттенок наиболее близок к тому, которым красили настоящие ЗИЛКи. В 1955 году в Кутаиси был освоен в производстве на шасси ЗИС-150 цементовоз КАЗ-601В. Цементовоз имел автоматическое открытие и закрытие разгрузочного люка. Конструкция этого цементовоза была существенно проще последующих за ним полуприцепов-цементовозов. Объем цистерны составлял 3 кубометра, грузоподъемность составляла 3,5 тонны, а разгрузка производилась как на самосвалах, путем поднятия кузова назад. Загрузка производилась через верхний люк. Автомобиль был оснащен двумя пневматическими вибраторами, которые работали от тормозной системы и предназначались для очистки кузова от остатков цемента после разгрузки. А после того, как основной цвет высох, я нанесу глянцевый лак на модель, который меня немного и подведет. Но об этом чуть позже. А сейчас я методом сухая кисть делаю раму грузовичка чуточку интереснее. Тягач – это, по сути, рама и кабина. А если кабину можно сделать выразительной разными способами, то с рамой арсенал методов ограничен, особенно с рамами черного цвета. Так что тут я обойдусь методом сухая кисть, и для этого я использую белую масляную краску. Также черным цветом я окрашу мини-раму полуприцепа. Нижние грани прицепа я окрашу темным цветом, чтобы лишний раз выделить тени.
С 1967 года выпускался полуприцеп цементовоз С-652 для тягача КАРАЗ-258Б1. Тягач оборудовался компрессором с приводом от двигателя. Для ускорения процесса загрузки цистерна имела 2 люка, но все равно время было очень большим и составляло 50 минут. Цистерна имела объем 20 кубометров и грузоподъемность 22 тонны. Ее длина составляла 9 метров. МАЗ-504А с полуприцепом имел немногим большую длину, чем один полуприцеп для КРАЗа. А тут светло-серым цветом я окрашу саму бочку полуприцепа. Вручную окрашу интерьер тягача, в частности сиденье. ЗИЛ-130В1 работал в паре с полуприцепом-цементовозом ТЦ-4, который выпускался Прилукским заводом строительных машин. ЗИЛ-130В1 под такой полуприцеп оборудовался вакуум-компрессором с приводом от двигателя. Максимальная грузоподъемность полуприцепа ТЦ-4 составляла 8 тонн при движении по дорогам с твердым покрытием и 7 тонн при движении по грунтовым дорогам. Объем бочки составлял 7 кубометров. И сделаю смывку черным цветом на голубой кабине ЗИЛка. 5,5 метров составляла длина полуприцепа цементовоза. Для улучшения разгрузки цистерна была наклонена назад. Загрузка осуществлялась через рукав при создании разрежения в цистерне. Также была возможность загрузить через разгрузочный люк сверху цистерны. Загрузка была пневматической с аэрацией. Компрессор имел производительность 6 кубометров в минуту. На наполнение и разгрузку цистерна уходило по 20 минут. Также был для ЗИЛ-130В1 и полуприцеп-цементовоз ТЦ-10. Цистерна этого полуприцепа была объемом 10 кубометров. По остальным характеристикам она была схожа с ТЦ-4. Правда, после того, как смывка высохла, я нанесла лак и обнаружила, что краска потрескалась. Я так и не поняла причину, но благо, что кабина ЗИЛка сделана из металла, так что я смогу спокойно смыть неудачный слой очистителем от краски. С пластиковыми деталями такой трюк не пройдет. И я опять заново загрунтовала модель, снова сделала пришейдинг, но на этот раз я на верхней грани тягача нанесла белый цвет. Этот прием мне отлично помог сделать тягач более выразительным. И снова глянцевый лак, и снова смывка. И на этот раз у меня все получилось. Так что если у вас не получается что-то с первого раза, то не стоит отчаиваться.
теперь я попробую сколами спрятать неудачный шов модели. Наношу смывку уже на саму бочку. И здесь я черными красками от ICM прокрашиваю уплотнители стекол тягача. Нанесу декали с надписью «Цемент» и дублирующие номера. А вот тут приемом масляной точки я придам бочке немножко уставшего вида. И вот такая у меня получилась сборка. Надеюсь, вам понравилось. А также не забывайте подписываться на мои социальные сети, такие как группа ВК, Яндекс.Дзен или телеграм-канал. До новых встреч. Пока-пока.